Добрый день! В этом видеоуроке я хочу вам показать, как можно слепить вот такие ягодки гиперикума. В конце видео я покажу вам, как они будут смотреться в самой композиции. Меня зовут Наталья, вы на канале Красоту творить легко. Мы начинаем. Итак, для наших красных ягодок нам понадобится, соответственно, красная глина, проволочка 24 и клей. Здесь небольшая петелька. Наносим на нее клей, раскатываем шарик и одеваем. Теперь придаем нашему шарику такую вот форму бочоночка, слегка вытянутым концом таким, не очень острым. Теперь нам нужно нанести на нашу ягодку 3 грани. Это характерно для ягод гиперикума. Такие вот 3 грани. Можно наносить с помощью стека, можно наносить с помощью зубочистки. Вот, допустим, если зубочисткой, то эффект тот же самый. Такие 3 бороздочки, как бы. Здесь можно сделать такое вот углубление. Такие ягодки, как вы знаете, глина немножко темнеет, где-то, наверное, в тон, а может быть и в 2 тона после высыхания. Поэтому делайте не слишком яркие, учитывая то, что потом глина может немножко потемнеть. В итоге у нас получается вот такие 3 грани на нашей ягодке. И вот такое вот углубление. Теперь переходим к покраске. Красить я буду вот такой вот краской. Это красная для придания как бы яркости, да? И краплак красный прочный. Здесь верхушечку мы будем тонировать. Немножко потемнее красочка. Так, берем наши краски и ягодку. Наносим по всей длине, не забывая вот эти вот участки, где мы делали углубление. Можно делать это без разбавителя, потому что насыщеннее будет цвет, хотя, конечно, сохнуть будет намного дольше. Все, здесь вот верхушки, где считается, что ягодка наиболее спелый участок у нее, да, мы делаем красочкой потемнее. На камеру, может, и не видно это. Вот как бы вот этот вот участок мы тонируем, немножко вот растягиваем вниз. Можно, кстати, использовать для верхушки цвет кармин. Он как раз таки придаст немножко вот бордовости такой, что ли. Сверху насыщенность побольше будет. Сейчас есть здесь блеск, потому что свежая краска, да, но в принципе он характерен для таких ягод. Если вам захочется, чтобы ягодки у вас блестели, нужно нанести глянцевый лак. Теперь нам понадобится коричневая краска. У меня вот такая Марс коричневый. Нам нужно окрасить ею глинку и сделать вот такие вот жгутики. То есть берете совсем маленький кусочек глины и раскатываете. С 2 сторон она у вас будет, ну потому что вот так пальчиками будете ее крутить, она у вас с 2 сторон как бы острее будет, да? Потом мы ее разрезаем напополам ножничками. И будем вклеивать на верхушку наших ягодок. Можно этого, конечно, не делать. Можно, допустим, затонировать. Сейчас я вклею, а потом покажу, как можно, допустим, обойтись без них. Берем наши жгутики на клей и вклеиваем. Вот здесь мы делали с вами верхушечку.
Она не должна быть прям идеально ровной. Можно даже специально вот изогнуть вот этот вот край. И не делайте слишком высокую. Это вот характерно для этой ягодки. Если вы не хотите делать такие усики, взять ту же зубочистку. Нашу ягодку, это я еще не красила ее, нашу краску коричневую. И просто нанести аккуратненько вот на зубочисточку потом вот по краю, ну естественно покрасить ее нужно чуть-чуть, едва касаясь, то есть очерчивая вот этот вот круг. Можно и такой еще вариант, допустим. После этого нам осталось сделать только листочки. Для этого нам понадобится зеленая краска, точнее глина зеленого цвета. Катаем шарик, придаем ему такую вот форму немножко, в бочоночку. И разрезаем желательно на 5 частей. То есть с этого края чуть поменьше. Теперь этот участок на 3, а этот участок на 2. Раскрываем. И теперь характерные такие листочки гиперикума, я имею в виду вот эту вот часть, не заостренная, как у других листочков, а довольно-таки круглая. И раскатываем. Все, делаем углубление. Теперь на ягодку наносим немножко клея. Сюда. И одеваем наш листочек. Дальше сразу можно сделать небольшой стебелек. Эти ягодки находятся на ветке по несколько штук. Всегда смотрят как бы вверх. Вот так прокатываем. И теперь можно вот, пока еще сырые наши листочки, немножко такую форму им придать, развернуть их. Вот здесь у меня еще они без листочков. Но в итоге должны получиться вот такие ягодки. Очень красиво смотрится, когда по несколько штук во вставочках, в букетах. Сейчас я вам покажу еще несколько других расцветок. Ну, принцип лепки у всех один и тот же. Допустим, вот сорт Magical Triumph. Это тоже красные ягодки, но внизу у них немножко зеленые. Поэтому мы лепим ягоду из зеленой глины. А потом ее будем красить. Зеленая у нас будет как, ну, как бы как основа. Наносим наши бороздочки. Здесь старайтесь не делать очень остро, потому что таких вот прям нет в природе. У гиперикума такой формы прям очень острой. И теперь здесь самое интересное кроется в покраске. Мы наносим нашу краску сверху. Вот нанесли сверху. Теперь берем нашу кисточку и практически насухо вытираем ее о салфетку. Либо можно взять вообще как бы другую кисть сухую и растягиваем. Немножко вот делаем как переход сверху вниз. Периодически можно вытирать кисть,
То есть для этого сорта характерен как бы красный верх и зеленый низ. Переход такой. Опять-таки здесь можно добавить чуть-чуть потемнее. И продолжаем то же самые манипуляции. Здесь у нас будет вот эти вот усики небольшие, листочки. Бывают еще эти ягодки розового цвета, белого, цвета шампань. Ну, в общем, собственно говоря, даже сиреневые видела. Поэтому, смотря какую вы хотите композицию с ним составить, и подбирайте по цвету. И после того, как все наши ягодки будут готовы, их можно будет собирать в веточки. Обычно у гиперикума где-то по 2-3 ягодки, они смотрят всегда вверх. Для того, чтобы более гармонично это смотрелось, можно вот такой вот изгиб придать. Собираем мы их на тейп-ленту. Сюда можно еще, допустим, добавить. Вот так прокручиваем. И где-то таких вот соцветий можно, допустим, даже по 5 штучек собирать. Тогда это будет выглядеть примерно так. То есть попышнее будет просто веточка, да и все. Соцветия такие. Теперь нам нужно будет вот эти вот участочки прокатать глинкой. То есть, ну, продолжаем дальше нашу веточку. Точно так наносим клей на этот участок. И с помощью зеленой глины прокатываем. Старайтесь сделать не очень толстые, потому что это все-таки такие тоненькие веточки еще. Вот здесь вот все участки, где глинка наша, допустим, не достала, вот эти участки можно замыть водой. Как обычно. Сюда. И все эти стыки замываются водой. Все, и теперь точно так на остальных наших веточках. Теперь после того, как у нас все веточки будут готовы, нам нужно будет добавить небольшие листочки. Вот практически такие, как здесь, у нас должны быть они на стыках. Можно их лепить от руки. Если у вас есть какой-нибудь вайнер, ну, любая фактура, можно, допустим, отфактурить. Это очень маленькие листочки, их практически видно не будет фактуры. Вот видите, здесь у нас проволочка, у меня получилось, что видна проволочка. Вот здесь. И мы как раз закроем листочками ее. И теперь у нас остается собрать дальше веточку. Но смотрите, здесь такой момент, если вы целенаправленно лепите для композиции какой-то небольшой, да, то ну, такой длины, наверное, и достаточно. Если вы хотите лепить дальше ветку, то здесь тоже все просто. Соединяете наши вот эти веточки. Вот так. Здесь снова промазываете
клеем глиной, и ниже вот такое вот соцветие будет. Где вот мы соединяем наши веточки, здесь приклеиваем листочек. Чем ниже будете опускаться, тем крупнее будут листья. Вот примерно вот так. Ну и вот так. Это вот такая полноценная ветка, если композиция будет большая, высокая. Если композиция небольшая, то я думаю, что вот этого расстояния и хватит. Сейчас вот покажу вам в композиции, как они будут выглядеть. Допустим, вот такая у меня композиция есть. Вот наш гиперикум, вот он. Это, кстати, статица, по которой у меня тоже есть мастер-класс. И видите, здесь нам не нужны высокие стебли, достаточно вот таких коротеньких. А на этом все. Не забывайте, что красоту творить легко. До новых встреч!